Глава 8. Протянуть руку или отказать. Не подавая виду, Сэлянь все еще обдумывал, стоит ли ему продолжать неподвижно восседать на месте, или же все-таки следует притвориться растерянной невестой и испуганно отстраниться. Однако хозяин протянутой руки оказался на редкость терпелив, а также хорошо воспитан. Сэлянь не шевелился, сохранял неподвижность и незнакомец, словно ожидая его ответа. Спустя некоторое время, поддавшись спонтанному наитию, Сэлянь протянул руку. Когда принц приподнялся, чтобы отодвинуть занавеску и выбраться из паланкина, незнакомец, опережая его, приподнял красный полог и взял Сэляня за руку, но не слишком крепко, словно боялся причинить ему боль, создавая ощущение крайней осторожности. Сэлянь, опустив голову, медленно выбрался из паланкина, опираясь на руку незнакомца. Увидев краем глаза у себя под ногами распластавшийся труп волка, задушенного Жая, принц кое-что придумал, слегка зацепился о мертвое тело ногой и с удивленным вздохом начал падать вперед. Незнакомец немедленно подставил другую руку, не давая ему упасть. Принимая помощь, Сэлянь также схватился за подставленную руку свободной ладонью, ощущая что-то холодное, словно лед. Этим чем-то оказались серебряные наручи, охватывающие руки незнакомца. Наручи поражали своим великолепием и узорами в духе старины, на них были выгравированы листья клена, бабочки, оскаленные пасти диких зверей. Все это оставляло определенное мистическое ощущение и понимание, что наручи не похожи на предмет ремесла мастеров центральной равнины. Скорее, они напоминали древние наследия иных народов. На руках незнакомца наручи смотрелись изящно и аккуратно. Холодное серебро, бледная кожа рук, без единого намека на дыхание жизни, даже наоборот, приносили легкое ощущение угрозы и неуловимой темной сущности. Сэлянь намеренно притворился, что падает, собираясь испытать незнакомца. Лента Жая все еще мягко велась вокруг его запястья, скрытая широким рукавом свадебного платья, готовая атаковать в любой момент. Однако незнакомец лишь пошел вперед и повел принца за собой. Во-первых, из-за покрова на голове Сэлянь не мог разглядеть дорогу, во-вторых, принц намеренно тянул время, поэтому шел так медленно, как только ему удавалось. Но спутник, вопреки ожиданиям, подстроился под его крайне медленный шаг, а другой рукой даже время от времени поддерживал принца, словно опасаясь, что тот снова может упасть. Несмотря на предельную настороженность, окруженный подобной заботой, Сэлянь все же не удержался от мысли. Если бы он и правда был женихом, то на редкость нежным и обходительным. Неожиданно принц услышал чистый легкий звон, сопровождающий каждый их шаг. Сэлянь как раз задумался над тем, что же это за звук, когда вокруг внезапно послышалось низкое сдавленное рычание диких зверей. Волки. Сэлянь едва заметно вздрогнул, лента Жая быстро собралась у него на запястье. Однако он еще ничего не успел предпринять, когда его спутник вдруг легонько похлопал принца по тыльной стороне ладони, словно желал успокоить его, показать, что волноваться ни о чем. Пара прикосновений, легких, почти нежных, заставила Сэляня на мгновение замереть, тем временем низкое рычание окончательно стихло. Вновь прислушавшись, принц к своему удивлению обнаружил, что теперь волки жалобно скулили. Подобный звериный плач совершенно точно можно было услышать только от животного на грани непреодолимого страха, невозможности пошевелиться и даже предсмертной агонии. Интерес принца к личности незнакомца с каждой секундой возрастал до такой степени, что ему даже захотелось приподнять покрывало и взглянуть на спутника, а потом решать, что делать дальше. Но Сэлянь осознавал, что сейчас не подходящее время для столь опрометчивого поступка. Поэтому принцу приходилось лишь подсматривать в просвет под красным покрывалом внизу, что, в общем-то, походило на наблюдение за леопардом через узкую бамбуковую трубку, когда можно увидеть лишь пятно на его шкуре. А Сэлянь мог увидеть лишь полы красных одежд и под ними пару черных кожаных сапог, неторопливо шагающих вперед. Черные кожаные сапоги плотно обхватывали прямые, как каллиграфическая кисть, ноги, являя собой весьма приятную глазу картину. А внешнюю сторону сапог украшали две серебряные цепочки тонкого плетения, которые с каждым шагом незнакомца покачивались, издавая чистый мелодичный звон, ласкающий слух.
Столь беззаботная и легкая походка наводила на мысль, что обладатель ее совсем молод. Однако каждый шаг хранил непоколебимую уверенность в собственной правоте, словно никто и ничто не смогло бы сейчас встать у него на пути. А если бы кто-то посмел, тотчас оказался бы разорван в клочья. Все эти детали не давали Селиню достоверно определить, что же за человеком являлся его спутник. Внезапно в глаза принцу бросилась жутковатая белизна какого-то предмета на земле, которая оторвала его от размышлений. То был череп. Шаг Селяня на мгновение застыл. Одного взгляда ему стало достаточно, чтобы определить, что в расположении черепа не все так просто. Очевидно, то был край магической ловушки, определяющий ее границы. Задень его, и все магическое поле в следующий же миг нанесет удар по незваному гостю. Но, судя по походке юноши, он словно и вовсе не обратил внимания на артефакт. Принц, было, задумался, не стоит ли подать голос и предостеречь спутника, как вдруг услышал отчетливая хрясь, нестерпимо резанувший слух, и увидел, что нога юноши опустилась прямо на череп, раздавив его в мелкую крошку. После чего, будто ничего и не почувствовав, незнакомец бесстрастно прошелся прямо по этому костяному крошеву. Селянь, кто бы мог подумать, что он вот так одним движением превратит целую магическую ловушку в горстку бесполезных осколков. Внезапно шаги юноши замерли. Сердце Селяня забилось, он уж было решил, что незнакомец собрался действовать, но спутник его, постояв лишь несколько мгновений, продолжил вести его за собой. Они прошли еще пару шагов, когда сверху раздался звук кап-кап, словно крупные жемчужины капель дождя ударялись о поверхность зонта. Оказывается, юноша останавливался, чтобы раскрыть над ними зонт. Пускай момент был неподходящий, но Селянь все же не удержался от мысленной похвалы, насколько чутким и заботливым оказался его спутник. И все же кое-что показалось ему странным. Принц подумал, разве пошел дождь? Темнота безмолвных гор, густые заросли деревьев. Где-то вдали, в самой глубине горной гряды, на луну воет стая волков. Возможно, из-за случившейся только что в горах кровопролитной битвы, холодный воздух наполнился слабым запахом свежей крови. Обстановка вокруг обладала странным и в то же время непреодолимым демоническим очарованием. При этом юноша неторопливо вел принца за руку, другой рукой придерживая зонт, что придавало обольстительной прелести ночному пейзажу, словно они были настоящими молодожанами, связанными крепкими чувствами. Необычный звук дождя исчез так же внезапно, как и появился. Совсем скоро стук его капель о зонт затих. Юноша, остановившись ненадолго, кажется, убрал зонт. После чего, наконец, отпустил руку и сделал шаг в сторону принца. Той же рукой, которая вела принца за собой, юноша ухватился за край свадебного покрывала и начал медленно его поднимать. Селянь ждал этого момента с самого начала и теперь стоял неподвижно, глядя, как перед глазами медленно поднимается плотный красный занавес. Лента пришла в движение. Вовсе не потому, что юноша проявил намерение навредить принцу. Просто Селянь решил, что сначала необходимо обезвредить противника, одолеть его, а потом уже разбираться. Однако к величайшей неожиданности принца, когда Жая атаковала юношу резким порывом ветра, свадебный покров выскользнул из его пальцев, взлетел вверх и опустился снова. Селянь успел лишь разглядеть размытый силуэт молодого парня в красных одеждах, через который насквозь прошла Жая. Вновь удивив принца, юноша просто разбился на 1000 серебристых бабочек, рассыпался сверкающим искрами, ярким звездным вихрем. Пускай момент все еще был неподходящий, Селянь не удержался от удивленного вздоха в душе. Он отступил на пару шагов и невольно залюбовался этой картиной, прекрасной, словно сон. Внезапно перед его глазами промелькнуло мягкое сияние серебристой бабочки. Принц хотел получше рассмотреть ее, но малютка лишь покружилась вокруг него и вновь слилась с вихрем своих подруг. Вместе они взлетели в ночное небо, становясь частью звездных искр, покрывающих небосвод. Лишь спустя какое-то время Селянь пришел в себя и подумал, все-таки это и есть злой дух новобрачного или нет. Лично ему казалось, что юноша не особенно похож на злого духа. Ведь если это так, значит, волчья стая горы Юйцзюнь, должно быть, прислуживает ему.
Но почему тогда зверей при виде его охватил столь непреодолимый страх? К тому же, артефакт магической ловушки на пути сюда наверняка выставил злой дух новобрачного, а юноша просто взял и, не глядя, даже растоптал его в пыль. Если же незнакомец действительно не является злым духом, для чего он тогда вообще решил похитить принца из паланкина? Чем больше Сэлянь предавался размышлениям, тем более странной ему казалась ситуация. Забрасывая Жая на плечо, он подумал. Ладно, возможно ведь, что он просто весьма удачно оказался поблизости. Отложим пока этот вопрос, сейчас есть более важное дело. Оглядевшись по сторонам, принц так и ахнул. Оказалось, что совсем неподалеку мрачно возвышается весьма приметная постройка. Раз уж юноша привел его сюда, и если само строение явно оказалось именно тем, что тщательно скрывала от лишних глаз магическая ловушка, Сэлиню не оставалось иного выбора, кроме как войти внутрь и рассмотреть все как следует. Пройдя пару шагов, он вдруг остановился. Поразмыслив, вернулся назад и подобрал с земли упавшее с головы свадебное покрывало, отряхнул от пыли и взял с собой, лишь после этого отправившись в направлении постройки. Высокие красные стены, облицовка и кровля оказались слегка обшарпанными. Здание походило на старинный храм поклонения божеству, и Сэлянь по своему опыту мог сказать, что построен он был в честь бога войны. Ожидания не обманули Сэляня. Подняв голову, принц увидел над высокими вратами в храм 3 больших иероглифа, выкованные из металла. Храм Мингуана. Генерал Мингуан, бог войны северных земель, а также никто иной, как генерал Пэй, о котором Линвэнь тогда сказала, что огонь его благовоний на севере горит весьма ярко. Неудивительно, что ранее им не удалось обнаружить поблизости храма Мингуана и потому пришлось отправиться в храм Наньяна. Оказывается, местный храм Мингуана давно спрятан внутри магической ловушки на горе Юйцзюнь. Неужели злой дух новобрачного как-то связан с генералом Пэем? Однако генерал Мингуан все-таки считался весьма преуспевающим и довольно почитаемым небожителем. Положение на севере он занимал вполне устойчивое, поэтому лично Сэлиню показалось, что такой небожитель не захочет связываться со свирепым убийцей в лице злого духа новобрачного. Кроме того, ситуация, когда злобная тварь занимала владение небожителя, в то время как он сам даже не подозревал об этом, отнюдь не являлась редкостью. Как же все обстоит на самом деле, можно было судить, лишь разобравшись в ситуации окончательно. Сэлянь направился вперед, к закрытым вратам, на которых не было замка, толкни, и они откроются. Но как только врата распахнулись, в нос ему ударил странный запах, совсем не похожий на застарелый воздух в месте, где давно не было людей. То был едва заметный гнилостный смрад. Войдя внутрь, Сэлянь закрыл за собой врата, чтобы они выглядели так же, как раньше, словно никто сюда и не входил, затем направился внутрь храма. Посреди главного зала возвышалась статуя для поклонений, разумеется, олицетворяющая северного бога войны, генерала Мингуана. Предметы, изображающие людей, такие как статуи, куклы, портреты и многое другое, темной твари захватить легче всего, поэтому Сэлянь решил в первую очередь внимательно осмотреть статую бога войны. Принц очень долго смотрел на статую, чтобы заключить, изваяние выполнено просто замечательно. В руке драгоценный меч, на талии пояс, украшенный яшмовыми пластинами, прекрасный облик и преисполненная величия поза. Ни единого нарекания, и смрадный запах явно исходил не от статуи. Поэтому Сэлянь, оставив ее в покое, развернулся обратно к главному залу. И сразу же застыл как вкопанный, при этом зрачки его резко сузились. Прямо перед ним неподвижно стояла толпа девушек в ярко-красных свадебных нарядах и красных покровах, скрывающих лицо. Тот едва заметный гнилостный запах исходил именно от них. Сэлянь быстро оправился от удивления и подошел ближе, чтобы сосчитать девушек. 1, 2, 3, 4 и так пока не дошел до 17. Те самые 17 невест, пропавшие в окрестностях горы Юйцзюнь. Красные наряды некоторых девушек уже выцвели и выглядели устаревшими и обветшалыми. Видимо, этих невест похитили раньше всех. На некоторых невестах красовались новые платья современного фасона, да и запах разлагающейся плоти от них почти не был слышен. Должно быть, эти пропали совсем недавно.
Сэлянь, недолго поразмыслив, приподнял покрывало одной из невест. Под ярко-красным покровом оказалось мертвенно-бледное лицо, до такой степени белое, что даже слегка отсвечивало зеленым, а в тусклом сиянии луны и вовсе выглядело ужасающе. Но еще более пугающим было искривленное сведенными мышцами выражение лица мертвой девушки, ведь даже на исказившемся лице все еще виднелась застывшая улыбка. Сэлянь приподнял покрывало следующей девушки, уголки ее рта оказались точно так же приподняты. Оказалось, что все мертвые девушки в храме одеты в свадебные наряды, а на губах у них играет улыбка. В памяти Сэляня будто вновь заиграла странная песенка, которую напевал детский голосок. Алый паланкин бежит, в нем невестушка сидит под покровом слезы льет, и улыбка не мелькнет. Внезапно он услышал снаружи храма странный звук. Поистине весьма странный, до такой степени странный, что его трудно было описать. Словно по полу с силой барабанили двумя палками, обернутыми плотной тканью, или как будто по земле с огромным трудом тащили что-то тяжелое. Звук приближался, все быстрее и быстрее, очень скоро он раздавался у самых ворот храма. Послышался протяжный скрип, и врата храма Мингуана распахнулись. Неважно, явился ли в храм человек или иная тварь, наверняка это и был тот самый злой дух новобрачного. И сейчас он вернулся. Во внутренней части храма некуда было бежать, и спрятаться тоже негде. Сэлянь раздумывал всего мгновение, после чего окинул взглядом стройный ряд невест, быстро нацепил обратно свадебное покрывало и встал рядом с ними, не шевелясь. Если бы числом девушки не превышали и 5-6, разумеется, обман легко раскрылся бы с первого взгляда, но сейчас в храме стояло 17 мертвых невест, и если не считать их по одной, как это сделал Сэлянь, совершенно невозможно обнаружить, что среди них затесалось лишнее. Только принц успел встать в ряд с невестами, как тот странный глухой стук вошел во внутреннюю часть храма. Сэлянь стоял неподвижно, при этом размышляя, что же это за звук. Судя по паузам между ударами, он немного напоминает шаги, но что же за тварь может так шагать? Это точно не может быть тот юноша, который привел меня сюда, у него походка непринужденная, словно он наслаждается каждым шагом, который к тому же сопровождается приятным нежным звоном. Внезапно его посетила мысль, от которой сердце мгновенно сжалось. Плохо дело, я не подхожу по росту. Мертвецы вокруг него являлись девушками, а он – самым настоящим мужчиной, поэтому, естественно, ростом превосходил невест на целую голову. Пускай увидеть с одного взгляда, что количество невест увеличилось, было невозможно, все же слишком высокий человек в толпе трупов сразу же бросался в глаза. Однако, тщательно поразмыслив, Сэлянь скоро опять успокоился. Он на самом деле выше всех невест, но дева Сиэйн убрала ему волосы в самую простую прическу, без излишних украшений, а наряды остальных невест отличались пышным убранством, так и прически их буквально взлетали к небесам. Некоторые даже носили корону феникса, которая сильно прибавляла им в росте, поэтому они нисколько не выглядели ниже Сэляня. Даже высокий рост принца не столь сильно бросался в глаза. Как раз когда он подумал об этом, до его ушей донесся легкий шорох, всего в 2 джанах от того места, где он стоял. Спустя пару мгновений шорох прозвучал снова, на этот раз еще ближе. Сэлянь осознал, что делает злой дух новобрачного. Он одно за другим срывает головные покрывала с невест, чтобы взглянуть на лицо каждой из них. Удар. Если сейчас не время для атаки, то когда? Лента Жаи яростно вылетела вперед и нанесла удар прямо по злому духу новобрачного. В ответ раздался грохот, а в лицо принцу устремился черный демонический туман. Сэлянь не знал, отравлен туман или нет, к тому же, его тело не защищало божественное сияние истинной сущности небожителя, поэтому принц немедленно задержал дыхание, зажал рот и нос, одновременно заставляя Жая закружиться в танце, чтобы поднять ветер и разогнать зловредную дымку. Вновь послышался глухой стук, Сэлянь прищурился и разглядел низенькую черную тень, мелькнувшую у входа в храм. Врата открылись, и клубящийся сгусток черного тумана устремился в сторону леса. Сэлянь принял решение немедленно броситься в погоню. Однако к его неожиданности, не пробежал он и пары шагов, как в лесу показались вспышки ярко горящих факелов, а следом издали послышались воинственные крики.
Вперед! Из общего гомона выделялся звонкий голос молодого парня. Схватим уродца, избавим людей от напасти. Схватим уродца, избавим людей от напасти. Награду поделим поровну. То был главарь Сяо Пэн. Сэлянь в душе горестно простонал. Толпа пообещала забраться на гору и действительно забралась. И если раньше это место скрывало от посторонних глаз магическая ловушка, то теперь, когда юноша растоптал ее в пыль, эти люди, словно слепой кот, наткнувшийся на дохлую мышь, все таки прибежали сюда. Присмотревшись, Сэлянь понял, что они идут как раз с той стороны, куда только что сбежал злой дух новобрачного. Сэлянь привел ленту Жая в действие и кинулся им навстречу с криком. «Стоять и никому не двигаться!» Толпа немедленно застыла. Он хотел еще что-то сказать, но... Тут к нему заботливо подскочил Сяо Пэн с вопросом. «Девица, это злой дух новобрачного похитил тебя и притащил сюда. Как тебя зовут? Мы пришли, чтобы тебя спасти, можешь больше ни о чем не волноваться». Сэлянь замер и про себя рассмеялся, только теперь вспоминая, что на нем все еще женский наряд. В храме Наньяна не нашлось зеркала, и принц не знал, как сейчас выглядит, но судя по реакции Сяо Пэна, мастерство девы Сяин, должно быть, заслуживает всяческих похвал. Толпа удивленно застыла, приняв его за настоящую новобрачную, а Сяо Пэн, по всей видимости, даже надеялся, что он и есть та самая 17-я невеста, и теперь за нее можно получить крупное вознаграждение. Как бы то ни было, в данной ситуации нельзя позволять толпе деревенских жителей разбредаться куда попало. К тому же, Сэлянь не мог быть уверенным, что злой дух новобрачного не скрылся в лесу. К счастью, как раз вовремя подоспели двое юношей в черных одеждах, и Сэлянь тут же позвал. «Нань Фэн, Фо Я, скорее, помогите мне». Однако юноши, повернувшись на голос, внезапно как один застыли на месте, затем синхронно сделали 2 шага назад. Лишь после того, как Сэлянь позвал их еще несколько раз, они пришли в себя. Принц спросил: «Вы пришли с той стороны? По пути не встретили ничего?» Нань Фэн ответил: «Не встретили». Сэлянь выдохнул: «Хорошо, Фу Я, прямо сейчас отправляйся по этой дороге на поиски, а осмотри все вокруг. Нужно убедиться, что злой дух новобрачного не сбежал». Фу Я выслушал его, немедленно развернулся и ушел. Сэлянь же обратился ко второму духу войны. «Нань Фэн, оставайся здесь на страже, смотри, чтобы никто из этих людей не отходил от группы. Если Фу Я не найдет злого духа на горе, значит, он определенно находится среди этой толпы». Услышав слова принца, крепкие мужчины начали громко возмущаться. Сяо Пэн уже разглядел, что перед ним вовсе не девушка, и первым подпрыгнул с криком. «Никому нельзя отходить. Это еще почему? Что за безобразие? Друзья, не станем его слушать», но не успел он даже приземлиться обратно, как Нань Фэн замахнулся ладонью и разломил пополам огромное дерево, толщиной с человека, которое с грохотом повалилось на землю. Толпа немедленно увидела в нем того самого юношу, что без разговоров разламывает все, что под руку попадется. Если он переломит их самих, как ту колонну в чайной, никакие деньги уже не помогут, поэтому все замолкли. Только Сяо Пэн снова запротестовал, утверждая, что злой дух новобрачного среди нас, ты столь убежден, что мы тебе так и поверим. Да здесь у каждого есть имя и фамилия, каждый из нас – живой человек. Если не веришь, можешь взять факел и заглянуть каждому в лицо. Сэлянь произнес: «Нань Фэн». Нань Фэн взял из рук Сяо Пэна факел, поднял пламя повыше и начал освещать толпу, рассматривая людей. На лице каждого сияли крупные капли пота, а в глазах отражалось то волнение, то недоумение, то возбуждение. Все лица выглядели предельно живо и выразительно. Сэлянь не мог разглядеть в них того, что искал, поэтому встал перед толпой и заговорил. «Уважаемые господа, прошу извинить за причиненные неудобства, но только что мне удалось ранить злого духа новобрачного, после чего он сбежал, но уйти далеко ему точно не удалось. Двое моих юных друзей на пути сюда не столкнулись с ним, поэтому, боюсь, что эта тварь прячется теперь где-то среди вас. И сейчас я прошу внимательно посмотреть друг на друга, вглядеться в лица каждого товарища и сказать мне, нет ли среди вас незнакомца, который просто затесался между вами». Когда толпа услышала, что злой
Дух новобрачного, возможно, где-то среди них, у каждого от страха мороз пробежал по коже. Не смея допустить ошибку, люди начали заглядывать друг другу в глаза и рассматривать соседей, позволяя им также вглядеться в свое лицо. Спустя довольно долгое время таких гляделок внезапно кто-то удивленно воскликнул. «А ты что здесь делаешь?» У Сэляня брови дернулись вверх, он подбежал на крик и вопросил. «Кто?» Сяо Пэн вырвал факел у кого-то из рук, ткнул им куда-то в сторону, где царила тьма, и заорал. «Это уродина!» Он указывал на Сяэн. Лицо девушки с косящими глазами и кривым носом исказилось в свете факела, словно она не могла стерпеть столь яркого света. Поэтому она закрыла лицо руками и проговорила. Я просто беспокоилась, поэтому пошла проследить, глядя на ее перепуганный вид. Сэлянь забрал факел из рук Сяо Пэна и обратился к остальным. Каков результат? Каждый из толпы покачал головой. Незнакомых нет, все знакомые. Нань Фэн предположил, не мог ли он вселиться в чье-то тело. Сэлянь, подумав секунду, ответил. Не думаю, злой дух не бесплатен. Нань Фэн продолжал. Но если это свирепый, то вполне возможно, что он может изменять свой облик. Пока они рассуждали, Сяо Пэн снова первым начал кричать. Ну что, разглядели, что злого духа новобрачного среди нас нет? А раз так, то почему все еще не? Отпускайте нас. Толпа робко поддержала Сяо Пэна, а Сэлянь, окинув их взглядом, произнес. Все же я вынужден попросить вас еще ненадолго задержаться перед храмом Мингуана и не отходить отсюда ни на шаг. Деревенские жители снова собирались воспротивиться, но увидев суровый взгляд Нань Фэна, так и не осмелились. Как раз кстати вернулся и Фуя, доложив. Поблизости никого. Поглядев на толпу народа перед храмом Мингуана, Сэлянь неторопливо заключил. Значит, он сейчас находится именно среди этих людей.